Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня буду готовить булочки с маком. Сначала готовлю опару. В миску кладу примерно 35 грамм прессованных дрожжей. Дрожжи я замораживаю, чтобы продлить их срок хранения. Они еще до конца не разморозились. В этой миске 50 грамм сахара. Это 2 столовые ложки с горкой. Половину сахара добавляю к дрожжам и перетираю дрожжи с сахаром лопаткой. Так дрожжи быстрее разморозятся. Теперь в миску добавляю 250 мл теплого молока. Температура молока примерно 36-38 градусов. И перемешиваю, чтобы дрожжи растворились. Миску накрываю пищевой пленкой и отправляю в теплое место. У меня это духовка с включенной лампочкой. На 10-15 минут, чтобы дрожжи проснулись и начали работать. Тесто буду замешивать в планетарном миксере. В чашу кладу 2 яйца комнатной температуры, примерно пол чайной ложки соли и оставшийся сахар. Перемешиваю венчиком на средней скорости миксера примерно 2 минуты, до образования легкой пены. Добавляю опару и перемешиваю 1 минуту. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Венчик заменила на крюк. В чашу добавляю 600 грамм просеянной пшеничной муки и замешиваю на минимальной скорости миксера 5 минут. Начинку буду использовать готовую. У меня смесь мака, изюма и цукатов с добавлением ванили. Но можно начинку приготовить и самостоятельно. Вверху экрана появится ссылка на видео, где можно посмотреть рецепт маковой начинки. Очищаю стенки чаши миксера от муки и перемешиваю тесто на первой скорости миксера 10 минут. Добавляю 100 грамм размягченного сливочного масла. Жирность масла 82%. Замешиваю тесто 5 минут на минимальной скорости миксера, чтобы масло не брызгало. Снимаю оставшееся масло со стенок миски. Увеличиваю скорость миксера до 1 и замешиваю тесто 10 минут. И еще 10 минут я замешивала тесто на 2 скорости миксера. Снимаю крюк и очищаю его от теста. Перчатку смазываю подсолнечным маслом и смазываю чашу миксера. У моего миксера есть функция расстойка теста, поэтому расстойку сделаю в нем. Время расстойки задаю 1 час. Тесто должно увеличиться в объеме не менее чем в 2 раза. Коврик для теста смазала подсолнечным маслом. Тесто хорошо подошло. Выкладываю его на коврик и обминаю, чтобы выпустить лишний углекислый газ. Тесто мягкое, эластичное и не липнет к рукам. Тесто нужно раскатать в пласт толщиной примерно полсантиметра. Сначала его распределяю руками, а потом раскатываю скалкой, смазанной подсолнечным маслом. Смазываю тесто размягченным сливочным маслом, чтобы потом было проще распределить по тесту начинку. Масло на смазывание ушло примерно 20 грамм. Как я уже говорила, начинка у меня готовая. В банке было 400 грамм смеси мака, изюма и цукатов с добавлением ванили. Ложкой равномерно распределяю начинку по тесту. Теперь тесто сворачиваю в рулет. Нарезаю рулет на кусочки шириной примерно 7 сантиметров. Булочки хочу сделать большими, чтобы одной можно было наесться. У меня получилось 10 булочек. Теперь на каждом кусочке делаю надрез посередине. Надрезаю тесто не до конца, примерно на 2/3 ширины.
и разворачиваю получившиеся половинки. Формирую булочку. Можно надрез не делать, а испечь булочки в виде небольшого рулета. Но при такой формовке булочка получится большего размера. Укладываю булочки на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии друг от друга. Накрываю пищевой пленкой и оставляю на столе примерно на полчаса. Даю тесту подняться перед выпечкой. Смазываю булочки теплым молоком. Можно смазывать булочки яйцом или смесью яйца и молока, как вам больше нравится. Выпекать булочки нужно в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов в режиме вверх-вниз, примерно 35-45 минут, в зависимости от вашей духовки и размера булочек. Мои булочки выпекались 40 минут. Дам им немного остыть и покажу, какие они внутри. Вот такие булочки с маком у меня получились. Это тесто мне нравится. На нем можно готовить булочки и пироги с любой начинкой. Все получится вкусно. Сыну булочки понравились. Он съел сразу 2 штуки, несмотря на их большой размер. Внутри тесто мягкое, пористое и воздушное. Булочки очень вкусно пахнут. Их запахом пропитался весь дом. Сейчас за окном идет дождь и довольно холодно. Но благодаря этому вкусному запаху в доме тепло и уютно. И на душе становится теплее. Приготовьте такие булочки с маком к чаю, они вам понравятся. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!